Александр Глебович Невзоров скорбно вздыхает в нашей питерской студии. Александр Глебович. Нет, я не скорбно вздыхал, я скучал откровенно. Сейчас повеселимся. Ага. Пожалуйста, Александр Глебович. Пожалуйста, так ты бы для приличия какой-нибудь вопрос задал. Нет, я думал, что у вас какая-то реплика готова. Вы так перебирали руками. Нет, ну я просто смотрю внимательно, слушаю в очередной раз Чаплина в рясе и понимаю, что вот не в состоянии эта организация преодолеть свою сектантскую сущность. Потому что вот это вот остервенение рефлекторное, которое прорывается в отношении той или иной ипостаси мировой культуры, оно всегда при них. Они, причем понятно, что как бы, ну, театр, да, и они играют определенные роли, и сейчас они играют определенные роли. Понятно, что на самом деле наибольшее удовольствие эта встреча доставит Чаплину, потому что это чудесная реклама для торговли свечками, которая на самом деле является подлинной целью и этих заявлений тоже. Я Поясните, Александр Глебович. аплодирую Невзорову, это лучшее лицо атеизма. Пусть всегда атеизм будет иметь такие лица, как у Невзорова. Поясните, Александр Глебович, почему прикрытие для торговли свечками? Ну, потому что неужели вы всерьез верите во весь этот театр и во все эти разговоры о какой-то высоте, о какой-то духовности и о том, что нашлась группа людей, которая вдруг объявила себя учителями, да? Которая вдруг объявила себя, присвоила себе название учителя, владыки, пастухи, да? И вот они собираются нас каким-то образом учить нравственности, хотя неплохо им было бы оглянуться на собственную организацию и посмотреть, что творится в ней, и что явилось не каким-то вот разовым случаем в этой организации, а то, что является глубокой укоренившейся традицией. Конкретные примеры дайте, пожалуйста. Конкретные примеры вы можете, я просил их подобрать, но конкретные примеры вы можете освежить в памяти, просмотрев запись, по-моему, открытой студии Пятого канала. Мне надоело перечислять педофилов в рясах. Их там достаточно много, я употребил. Педофилом в рясах? Назовите имя, пожалуйста. Вы лжец, потому что вы не можете назвать ни одного имени. Я уже назвал все эти имена, но... Ни разу вот не назвали ни одного вот имени. смотрите, Пардон, вот, вы выступаете вот много, вы не назвали ни одного имени, ни Александра, разу. Я назвал всех тех, которые уже были осуждены по судебным процессам. Я назвал всех тех, не тех, кто находится под следствием. Дайте имена и доказательства. Вы их Хорошо, никогда я не вам приводите. пришлю имена и доказательства, если вы были не в курсе А этих пока ситуаций. я считаю, что вы лжец. Потому что вы не приводите ни имен, ни доказательств. Простите. Вы знаете, для того, чтобы уличить во лжи священника, даже не надо называть его лжецом. Он лжец просто по определению, по роду профессии. Да. Лучшее лицо атеизма. Лучшее лицо атеизма. Ура, Невзорову. Так. Я не согласен с отцом Всеволодом, который как-то очень ласково определил Александра Невзорова, там как, вот вы видите лицо атеиста. Нет, дорогая страна, ты видишь лицо беса, через которого, через Александра говорит сейчас бес. Ну, это почти одно и то же. Отлично. Атеизм и бесовщина всегда были очень близко связаны. Александр Глебович, пожалуйста. Ну, у меня вопрос к Тане. Танюш, подожди. Значит, смотри. Вот ты говоришь, что ты относишься к церкви с большой симпатией, к церкви некой вот такой вот в безвоздушном пространстве и чисто гипотетической, да? Вот скажи мне ты, как умнейший человек, а любая организованная религия чему учит в первую очередь? Послушанию, конечно. Смирению. Фигня. Она в первую очередь учит злобе и нетерпимости. Злобе и нетерпимости ко всем, кто думает иначе. Ко всем, кто на миллиметр осмеливается уйти от тех стандартов, которые люди, называющие себя владыками, учителями и пастухами, предлагают в качестве абсолютных догм и незыблемости. Это где же, дорогой Александр, ты прочитал? Я это прочитал в Евангелии, например. Например, в 19 главе Евангелия от Луки, стихи, если не ошибаюсь, 26-28, это слова Иисуса. «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а не имеющему отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Замечательно Лука, 19 сказано, глава, прекрасно. Коллеги, 26, давайте 28. только мы сейчас эфир
в богословский спор Я не превращать не удивляюсь, будем. когда я сталкиваюсь постоянно с исключительностью христианской злобы. И могу сказать, что злоба и нетерпимость, и ненависть. Я уж не говорю даже про их исходную книгу, которая есть просто учебник экстремизма, которая основана на, я имею в виду Библию, да, которая основана на пропаганде национальной, расовой нетерпимости, религиозной нетерпимости и постоянных призывов к открытым убийствам всех, кого только, вот кто осмеливается чуть-чуть думать иначе. Отец Иван, пожалуйста. Если Невзоров начнет учить любви и терпимости, я буду рад и очень ему благодарен. Отец Иван, у меня вот такой вопрос. Вы прозвучало некоторое время назад ваше заявление о том, сейчас в студии, да, что церковь меняется, да, что церковь готова меняться. Но по большому счету, точка зрения господина Невзорова, она же не в его лице только представлена, потому что о коммерциализации РПЦ говорят очень многие, да, потому что церковь не платит никаких налогов, насколько я не путаю. Она и не зарабатывает деньги для тех, кто составляет церковные структуры. Ведь на самом деле, в отличие от коммерческих организаций, средства церкви не распределяются среди тех, кто работает в церкви. Они все возвращаются народу, все возвращаются людям. Каким образом? Через то, что делают наши храмы, через то, что делают наши благотворительные учреждения, иные церковные учреждения. Вот, понимаете, мы не делим средства, которые поступают в церкви, между священнослужителями. Очень удобно. Тут вопрос экспертов. Вы Кирилл Александрович, знаете, прошу вас. меня поражает уровень, я не побоюсь сказать, ниже всякого минимума оппонентов и противников Русской Православной Церкви. Пусть они Разделять будут, они русскую лучшие церковь лица и русскую атеизма. культуру может только глубоко невежественный человек. Более того, процитирую Невзорова, который говорит, что он не только ненавидит церковь, он всех нас ненавидит, и всех вас, дорогие телезрители. Он говорит, телевидение должно быть жлобским. Он причем не прикалывается, он серьезно это говорит. То есть он вас считает жлобами, которыми нужно манипулировать и так далее. Ну что можно ожидать от человека, который высокому и спасительному и красивому учению церкви противопоставляет то, что лошадь во всем права? Нет, он серьезно это говорит, без иронии. Лошадь всегда права, лошади умеют говорить, так сказать... Ну, любит человек лошадей, занимается. Ну, не любит, но уже чушь несет, и уже позор то, что это чушь. Да, Александр воспринимается Глебович, в качестве парируйте. Да, какого-то мнения, вообще, какой-то честно позиции. говоря, О чем тут говорить? вот заглушите его тогда, хорошо, да. Вообще, наблюдая за тем, как христиане любят перевирать и все передергивать, я не удивляюсь тому, что они рассказывают, что у них кто-то там воскрес. Если лживость – это вообще черта христианства, ну, значит, это некая конфессиональная особенность, и с ней надо считаться. А что касается лошадей, у нас разговор не о них. И весь скепсис и сарказм, пожалуйста, предъявляйте тем лауреатам Нобелевских премий и тем физиологам, психологам начала 20 века, которые подтвердили, скажем так, ну, не шарлатанизм опытов Краля. Мы всего-навсего один раз их повторили. Речь совершенно не о лошадях. Речь о том, что вот сейчас мы видим этих феноменально злобных, этих феноменально нетерпимых людей, которые, причем за наш счет хотят выстраивать свою церковь, за мой счет, за счет Саши Никонова, за счет еще миллионов людей, потому что они не хотят устанавливать кассовые аппараты, платить налоги, они хотят иметь огромную сеть нелегальную торговли золотом и серебром в виде крестиков, они не хотят платить налог за недвижимость и за землю. Когда они в храмах хотят, появятся чтобы мы кассовые содержали... аппараты, мы Ведь- назовем их невзоровками. Хорошо. Я согласен. А по законодательству Они должны хотят, там быть чтобы мы их кассовые аппараты? содержали, да, Потому и что чтобы там мы нет содержали продажи, их. есть пожертвования. Ведь сейчас речь не представьте идет себе, о том, речь представьте не себе в идет о храме том, кассовый аппарат и кто- Невзорова, считающего церковные деньги. О, конечно. Очень Вот было бы я интересно. подозреваю, что вам никакой Вольтер вместе с Фейербахами и Геккелями и Дарвинами не так Невзоров страшен, круче, я как за маленький свободу кассовый слова для аппаратик Невзорова и в храме, Никонова. который- Лучшие лица атеизма в Российской Федерации. Ура! Прекрасно. Вот давайте сейчас этот глумлёж прекратим. Я сейчас задам один простой вопрос. Как вы думаете, какова рентабельность одной свечки? Ну, процентов 300. 200, 300. У нее нет рентабельности, потому что Значит, это жертва. свечка Она не стоит- приносит прибыли никакой. свечка стоит Тем, кто в храме производстве на работает, она не Суфринском приносит комбинате. прибыли. Сколько стоит в производстве? Свечка стоит меньше 1 рубля, продается за минимум 15. Прибыль 1500%. И тем не менее, это не товар. Это жертва на храм. Конечно.
Конечно. А можно жертвовать в связи со свечой или вне связи 1500 со свечой? это почти рекорд, потому что рентабельнее только героин 1600. От кого? Кто Александр получает такую выгоду? Вот Александр я, Глебович, одну как вы секунду, отец считаете? Селт, одну секунду. Хорошо. Я сейчас просто не хотел бы превращать дискуссию в суд над церковью, потому что я считаю, что права судить у нас нет. А право есть вот какое. Вот на ваш взгляд, Александр Глебович, кто должен быть моральным камертоном в обществе? Вы знаете, моральным камертоном попыталась быть церковь. Да. И когда мы говорим о церкви и о ее необходимости снова воссоединиться с народом, хотите, я вам назову страну, где было 100% православных? Назовите. Россия 17-го года. Не 100. А Ну, большая часть элиты уже была не православной. Нет, увы. она была И именно эта элита привела она страну к была революции. дорогой друг. выцерковленная, она была прошедшая через все абсолютно законы Божьи. Она знала всю эту поповскую Элита, демагогию, тем не сделавшая менее, революцию, мы была видим, не что- православной. Нет, ребят, ну так невозможно. Давайте договоримся. Александр Глебович, вот давайте, хотя бы да, в эту 2011 секунду. год вернемся. В какой? В 2011. Хорошо, согласен. Вот на Возвращаемся сегодняшний день у нас в есть 2000. общество, которое есть. И есть церковь, есть интеллигенция, да? Предъявляют Понимаете? претензии к тем и к другим. Ну, какие-то авторитеты должны быть у общества моральные. Лошади. Понимаете, они не годятся в качестве моральных авторитетов, потому что сейчас они прикидываются такими милыми тихими зайчиками, но мы знаем, что они делают, когда они получают свободу и власть. При всем моем уважении к Никонову, он немножко ошибся, книга называется «Рефлексы головного мозга», и Сеченова требовал петербургский митрополит Исидор сослать в Соловки на 2,5 года покаяния. Тираж был действительно арестован. Когда им дают волю, мы видим то, что произошло в 1824 году в Казанском университете, когда архиепископ Казанский Амвросий благословил разгром анатомической кафедры, и семинаристы Казанской семинарии побили все банки с препаратами, затем это все было погружено на подводы и под колокольный звон отвезено на кладбище, где было захоронено. Хотя в основном препараты были сделаны из коз, мулов, ослов, собак и абсолютно деперсонифицированных людей, неизвестно какого вероисповедания. Мы помним, как они жгли Руссо целыми тиражами в XVIII веке. Мы помним, как они с какой страстью уничтожали книги Геккеля. Они его ненавидели еще больше, чем Дарвина. Я уж не говорю про Гельвеция, Гольбаха. Все это запрещалось и уничтожалось. Александр Ильич, а вы считаете, что если сейчас возможно то же самое, церковь будет сжечь книги и Да не ссылать собирается людей она. на Вы Соловки? посмотрите Но на спорить с книгами остервенелость православных. Да, так. Посмотрите на что является отличительной чертой их. Прежде всего злоба и дикая нетерпимость. Мы же не лезем к ним в церковь рассказывать, какие им носить юбочки, как им бить в свои бубны, сколько им совершать кождение и на каком языке служить. Александр Так Глебович, пусть а и если они бы не я лезут в сказал нашу вам, культуру. что вы можете выступать только у себя дома, я ведь был бы неправ. Общественное пространство у нас общее. Это не ваше пространство только, Ну, так тогда- и не мое пространство тогда, только. тогда Давайте в хорошо, этом пространстве спорить, Но ведь- разговаривать. Тогда постарайтесь меня сейчас услышать, я попробую не ерничать. Вот смотрите, наверное, мы, да, люди, которые не принимают эту религиозную идею, очень бы хотели, чтобы не было вас, да? Вы, наверное, если говорить по совести, очень бы хотели, чтобы не было нас. Я же сказал, что я за то, чтобы вы были. Но нам, Вступает. я сейчас стараюсь не ерничать, попробуйте ответить тем же, да? Но нам, тем не менее, жить в одном государстве. Слава Богу. И к тем трещинам, которые и так есть в этом обществе, вы добавляете во имя своего бизнеса еще одну, но уже абсолютно драматическую. Потому что вы не годитесь ни в качестве национальной идеи, ни в качестве ориентира нравственности. Вы годитесь только в качестве некой субкультуры, если она будет находиться на своем месте, отведенном ей Считайте, Конституцией, как знаете, к но вам я будут хочу на относиться, самом деле. скажем так, терпимо. На самом деле, я хочу, чтобы весь наш народ зажил нравственной жизнью, чтобы он понял, что развал семьи и разврат – это несчастье и беда, что аборты – это несчастье и беда, что коррупция и преступность – это несчастье и беда, что пропаганда той же педофилии – это путь в никуда. Знаете как, российское общество либо станет по-настоящему нравственным, радикально другим, радикально по-новому нравственным, либо оно исчезнет через 100 лет окончательно, а через 50 лет потеряет право быть суверенным источником